Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня у нас второй практический урок по Postman. На нем мы с вами поработаем с environment'ами, поработаем с переменными. И в итоге нашего сегодняшнего второго занятия мы получим автоматическую коллекцию запросов в API с помощью инструмента Postman. Обязательно посмотри первый урок, если еще не посмотрел. Подобный материал часто используется на различных платных видеокурсах, поэтому поставь лайк и подпишись на канал. Что, погнали? Мы с вами создали коллекцию из 15 запросов. Ссылка на прошлый урок появится в описании. Ну а сегодня пришло время поработать с environment'ами, создать сами тесты и вишенка на торте, сделать коллекцию абсолютно автономной, заставить ее крутиться наши тесты без нашего участия. Повторюсь, я не знаю языков программирования, поэтому в написании тестов я пользовался сниппетами. Это шаблонные тесты, которые предоставляются нам самим Postman и Гуглом. То есть, если вы знаете, к примеру, JavaScript, то вы сможете усложнить свои тесты, будет только плюсом. Однако, повторюсь, и без знания языков программирования мы с вами создадим очень даже толковую коллекцию с толковыми тестами. Также хочу обратить ваше внимание, что если вы хотите прогнать коллекцию еще раз, вспомнить, что к чему, вам будет необходимо изменить ваш e-mail, потому что e-mail это у нас уникальное значение, оно у нас хранится только одно в системе. Следовательно, если вы хотите повторить весь прошлый урок, вам надо будет поменять значение в баде вашего e-mail, создать еще одного юзера, вот как, например, делаю это я, сохранить, скопировать ID-шник. И все по тому же сценарию, как в прошлый раз. Меняете ID-шники, создаете пост, потом создаете комментарий, потом удаляете этот комментарий и в конце концов удаляете вашего юзера. Четвертый реквест, в нем вам нужно будет просто поменять e-mail на новый, на уникальный. Но в принципе и без этого, в любом случае в результате нашего сегодняшнего урока наш этот e-mail, он будет у нас постоянно новый и актуальный. Итак, для начала нужно создать environment, или по-русски это окружение. Окружение в Postman позволяет запускать запросы и коллекции, используя разные наборы данных. Например, мы можем создавать разные окружения в Postman для дева, для QA, для продакшн серверов. В каждом из окружений будут свои собственные настройки URL, токенов, API-ключей. И окружение представляет собой наборы пар, ключ, значения. Чтобы создать новое окружение в правом верхнем углу нашего интерфейса находим вот такой вот листик с глазиком. На нем написано Environment Quick Look. Находим его, нажимаем, появляется вот такое вот окошечко. В нем у нас есть New Environment и глобальный Environment. Мы будем работать с New Environment. Давайте его обзовем. У меня это будет QA, создать. И теперь видим, что в дропдауне у нас появился первый наш environment с названием QA. После того, как мы создали окружение, мы еще раз можем нажать на значок рядом с названием, на листик с глазиком и сделать предпросмотр того, что у нас есть в нашем окружении. У нас первое окружение это QA, и также осталось еще раз глобальное окружение. В чем отличие нашего environment и глобального environment? Глобальный environment это окружение, данные из которого будут распространяться на все наши коллекции. Environment, который создали мы, он на уровень ниже. И данные из него мы можем применять к конкретной коллекции. В нашем случае это для вот этих 15 запросов. Идем в наш запрос номер 4, Create User, находим вкладку Tests. Вот видите, параметры, авторизация, хедеры, body, прескрипт и тест. Открываем вкладочку тест. Данную вкладку можно использовать в Postman для написания тестов и для задания переменных. Смотрите, если мы покликаем по нашим запросам, то мы увидим, что
наши запросы в URL содержат статичные данные. Видите, статичные данные. Что я имею в виду под статичными данными? Это константное значение вот этого нашего user ID. То есть мы вот его получили вот тут, к примеру, и дальше мы его используем во всех наших запросах. Он сейчас отличается, потому что я создал нового юзера, у меня у нового юзера уже новый ID-шник, но у старого был вот такой ID-шник, поэтому он у нас константный. То же самое при создании комментария, поста у нас создавался уникальный ID-шник, который мы дальше использовали в нашем URL. Ну вот, к примеру, когда удаляли комментарий, да. Поэтому они константные, то есть мы забивали вот эти циферки. Если поменяется уникальный ID-шник юзера, комментария или поста, то нам придется менять все эти значения в нашей коллекции. Мы этого делать не хотим. Мы хотим, чтобы у нас была универсальная, гибкая коллекция, в которой все у нас делалось на автоматическом уровне. Все у нас заменялось, ID-шники у нас сетались сами. К этому мы стремимся. Для этого мы должны засетать значения наших переменных в environment, и это нам позволит сделать так, что при изменении каких-либо данных все эти изменения будут автоматически подтягиваться в нашу коллекцию. Нам необходимо сохранить нашу коллекцию. Давайте это сделаем. Нажмем на 3 точечки в New Collection, нажмем Export и сохраним нашу коллекцию локально к нам на компьютер. Сохраняем ее в папочку. Вот я сохраняю как New Collection 2. Просто я сталкивался с случаями, когда вот эта вот стрелочка не появлялась со сниппетами, однако после авторизации она у меня появлялась в интерфейсе. Видите, если мы наведем вот сюда правый верхний угол, то у нас значок sign-in подсвечивается, то есть мы не залогинены. Давайте залогинимся, нажимаем sign in, происходит редирект в браузере на Postman, и тут с помощью Google почты я авторизуюсь сразу в Postman. Postman предложит также несколько вариантов авторизации. У меня это через Google. И откроем Postman. Видите, он открывает из браузера уже нашу десктопную версию. Далее мы переходим в Workspace. My Workspace, и видим, что у нас пусто, однако мы можем загрузить нашу коллекцию, которую мы только что сохранили к нам на компьютер локально. Для этого нажимаем Import, Uploads File и ищем нашу коллекцию. Открываем ее, импортируем. Итак, у нас загрузилась вся наша коллекция, как вы видите. Возвращаемся в нашу вкладку Tests. Теперь у нас появились наши сниппеты, наша стрелочка, если ее вдруг у вас по каким-то причинам не было. И мы работаем со сниппетами. Наше окружение, как вы видите, в профиль не добавилось. Давайте его быстренько добавим. Add, обзовем его QA. Переходим обратно в нашего юзера, в тесты, да. Теперь у нас появилось окружение, выберем это окружение. Нам необходимо засетать наши переменные в наше окружение, то есть вот сюда. Для этого мы выбираем сниппет из предоставленных Postman вариантов. Нажимаем вот на этот сниппет Set an Environment Variable. Появляется вот такая вот строчечка, где у нас сказано, что вы можете засетовать в вашем environment ключ и значение. Давайте попробуем это сделать. Засетаем ключ и значение. Например, наш ключ будет называться тест. И наше значение будет называться QA. Нажимаем отправить, send. Bad request, потому что у нас e-mail уже использовался. Давайте зайдем в наше body. Изменим наш email на 3, сохраним, отправим. У нас создастся новый юзер. Зайдем в environment и посмотрим. Действительно, у нас засеталось значение, ключ значения variable test current value, текущее значение у нас QA. И суть в том, что как бы все хорошо, все засеталось, но у нас есть одна проблемка. Так как наша цель автоматизировать коллекцию, нам
необходимо, чтобы наши данные, наши ключ-значения, они у нас постоянно обновлялись, и причем делали это самостоятельно. Поэтому этот сниппет мы немножечко сейчас подредактируем под наши нужды. Для этого я пользовался интернетом, ничего кроме Гугла. То есть, повторюсь, языков программирования я не знаю, я просто загуглил, как это можно сделать. Потому что нам будет необходимо, чтобы мы забирали значения из нашего ответа и автоматически их сетали в наше ключ-значение environment, в нашем окружении. Давайте нажмем Enter. Первой строчечкой мы пишем var JSON data равно PM. И видите, Postman уже нам подсказывает, подкидывает варианты, что мы хотим тут выбрать. Мы хотим изменить response. Мы хотим забирать данные из респонса и делать это в формате JSON. Точка с запятой. В этой строчке мы говорим о том, что наше значение JSON data будет забираться из респонса, также в формате JSON. И давайте напишем, что именно мы хотим сетать в нашем окружении. В нашем случае мы хотим сетать следующие значения. Это в первую очередь, как мы уже говорили, это у нас будет e-mail, потому что это значение у нас уникальное и оно у нас постоянно новое. Мы хотим сделать так, чтобы это значение у нас сеталось автоматически. Итак, PM environment подкидывает нам Postman. Set. Дальше мы прописываем email. Берем в кавычечки, оборачиваем. Запятая. JSON data. Email. Точка, запятая. Таким образом мы говорим Postman'у, что мы будем сетать значение email, в котором будем передавать email, который у нас находится в респонсе, в нашем ответе. Вот здесь вместо запятой нам нужна точечка. То есть практически то же самое, что у нас было в сниппетах, просто немножечко это подредактировали. И еще давайте засетаем значение ID-шника. Это нам тоже понадобится. Видите, в баде у нас передается, кроме нашего e-mail, еще уникальный ID-шник. Он нам также пригодится. Давайте его засетаем. Для этого скопируем вот эту строчечку, ставим ее еще раз и просто поменяем значение у нас на ID, user ID. Получается, у нас ключ будет ID-шник. Итак, ну вроде все корректно. Давайте сохраним. Поменяем вручную еще разок нашу почту, чтобы удостовериться, что засетались наши переменные. Отправляем. Давайте еще раз сохраним этот запрос. Появился наш новый юзер. И теперь, когда мы нажмем на этот листик с глазиком, наш environment, моим ожиданием будет то, что у нас появятся две новых переменные. Это email и вот этот вот user ID. Давайте нажмем на environment. И действительно, смотрите, у нас засеталось значение для e-mail. Это у нас e-mail, который мы указали в последний раз. И user ID, он также у нас уникальный. Вот заканчивается на 4df. Давайте проверим. Response 4df. Давайте ради интереса поменяем еще раз наш e-mail. Сохраним, отправим на сервер. Получим новый ID-шник. E-mail у нас тоже поменялся. Давайте проверим наши переменные. И смотрим, что переменные у нас также в автоматическом режиме поменяли свои значения. E-mail у нас поменялся, вот тут пятерочка добавилась. User ID также у нас новый. Абсолютно таким же образом нам необходимо задать наши переменные для поста, для создания поста и для создания комментария. Копируем вот эти наши данные, идем в Create Post.
Вставляем их сюда. Ключ у нас будет post ID. Вот так вот. И вместо e-mail у нас будет тоже ID-шник. Но давайте, это уже будет не user ID, это у нас будет просто ID-шник из респонса. Давайте удостоверимся в этом. Создадим пост. Для этого нам необходим наш новый user, owner нового поста. Давайте его отсюда выдернем. Копируем. Заходим в Create Post. Меняем наш старый ID-шник юзера на новый. Отправляем. И да, мы видим, что в респонсе у нас есть действительно ID-шник. Давайте сохраним это все. ID-шник. Перейдя во вкладочку тест, мы видим, что в нашем environment будет задаваться ID-шник с ключом post ID и значением вот этим вот уникальным. Давайте посмотрим. Действительно post ID у нас задается, и вот это вот наше уникальное значение также задается. Давайте еще раз скопируем все это дело, перейдем в Create Comment и таким же образом ставим это все сюда. Только здесь это у нас будет уже не пост, а коммент. И ID-шник у нас также остается. Сохраняем. После сохранения давайте еще раз зайдем в body, create комментария. Поменяем здесь оунера, тоже обновим на нашего свеженького, так сказать, юзера. Owner обновили. И пост у нас также появилось новое значение. Давайте его засетаем, так сказать, в create комментарий. Вставляем и сохраняем. Отправляем. Да, у нас появилось наше значение новое, свежее для комментария. И у нас появилось оно также в наших переменных. Таким образом, мы с вами можем подвести небольшой итог. Мы засетали с вами 5 переменных. Первая переменная у нас была тренировочная. Дальше мы засетали e-mail, который у нас будет трекаться постоянно новый. Давайте проверим еще разок. Обновим наш e-mail, body. Postman testing, это уже 6-й у нас будет. Сохраняем, отправляем. Да, видите, все сохранилось. Это у нас e-mail, это у нас user ID, он у нас постоянно будет новый и уникальный. Это у нас post ID, который также у нас будет сетаться постоянно новый и уникальный. И comment ID, который у нас также будет сетаться постоянно новый и уникальный. То есть давайте уберем вот эту вот первую строчку, нажмем на кнопочку Edit и удалим вот эту вот первую переменную, потому что она нам не нужна. У нас будут текущие вот эти 4 значения, только с ними мы будем продолжать работать. Теперь наша основная миссия. Пройтись по нашей вот этой всей коллекции по 15 запросам и поменять данные, которые мы забивали руками, на данные, которые мы засетали. То есть это делается каким образом? Заходим в каждый request и ищем, какие данные мы с вами забивали вручную. Вот, к примеру, update user. Видите, тут у нас ID-шник мы забивали вручную, и это ID-шник нашего юзера был. Открываем фигурные скобки 2, пишем user ID. Вот видите, Postman нам уже подсказывает, что есть такая переменная в environment. Давайте ее вставим. И видите, оно уже подсвечивается таким красивым оранжевеньким. Пишется, что текущее значение в нем вот такое. То есть у нас вот эти все циферки, они заменяются вот такой вот простой надписью, в которой у нас засетаны эти значения. Эти же самые манипуляции нужно проделать со всеми нашими реквестами, если мы где-то вручную вбивали наши ID-шники. Причем неважно, ID-шники юзера, ID-шники комментария, либо поста, везде их нужно поменять. Давайте это сделаем и не забываем сохранять. Save, и вот тут вот желтая точечка у нас тоже Save. Итак, здесь мы поменяли. Давайте еще убедимся, что в body у нас ничего не надо менять. В body ничего не надо. Дальше запросик также необходимо изменить. 2 скобочки. User ID. Сохранить. Давайте проверим body.
Тут у нас в body ничего нет. Create post. Также проверяем. Если в URL у нас ничего нету по айдишникам, то у нас тут есть айдишник в нашем body. И его мы также должны поменять. Давайте это сделаем. Owner — это у нас user ID. User ID. Поменяли, сохранили. Дальше check post. Тут мы трекали пост у конкретного юзера. Также сохраняем. Body у нас пусто. Check post list у нас ничего не надо вставлять. Create comment. Вот тут нам нужно поменять user ID. Что мы и сделаем. User ID. И нам также необходимо тут уже поменять в body айдишник нашего поста. Post ID. Сохраняем. Check comment. Вот эти циферки нам также надо изменить. Это у нас цифры бывшего ID юзера. User ID. Подсвечивается оранжевеньким, значит, все хорошо засеталось. Так. Body у нас пустой. Delete комментарий. Вот тут необходимо вставить ID комментарий. Comment ID подкидывает нам сам Postman. Сохраняем все наши изменения. Delete сохранили. Check comment. Также меняем. У нас это был user ID-шник. ID-шник юзера, да? Сохраняем. Delete user у нас также тут надо поменять. User ID. Сохраняем. И check after removing. После удаления мы также брали ID-шник нашего юзера. Так, сохраняем. Итак, мы проделали замену наших статических значений, поменяли их. Теперь у нас все будет подхватываться в автоматическом режиме. Это значит, что если мы решим поменять на этот раз e-mail вот тут, к примеру, Postman Testing, давайте сразу поменяем на 7, сохраним, send. К примеру, у нас это айдишник, вот заканчивается он на 4F7. Давайте уже зайдем в апдейт. И да, видим, уже происходит замена на обновленные данные. Итак, мы с вами засетали данные, и теперь они у нас в автоматическом режиме меняются в запросах нашей коллекции. И теперь мы с вами можем перейти к наполнению наших запросов тестами. Как я уже ранее говорил, если вы знаете языки программирования, для вас это будет только плюсом, так как ваши тесты могут быть более разнообразными. Но я при составлении тестов буду опираться на то, что нам дает Postman. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, мы имеем документацию с прописанными ответами, которые мы ждем от сервера. Тут, к сожалению, статус кодов у нас нет, но мы можем предположить, какие они будут из того, что у нас уже на данный момент есть. Не совсем правильно, но давайте представим, что статус-коды у нас тоже прописаны. Ну и в целом, к примеру, ситуация такая, когда мы ждем в нашем ответе от сервера статус-код 200, прогоняем, к примеру, наши тесты и видим, что тесты сфейлились, заходим в тест и видим, что вместо 200 статуса у нас, к примеру, 500-я ошибка сервера, то очевидно, что мы заведем баг на это и сообщим разработчику. Поэтому тест с статус-кодом, давайте его добавим во все наши 15 запросов. Нажимаем на «Добавить», появляется у нас вот такой вот тест. При этом мы его можем скопировать во все наши 15 запросов. Единственное, что в первом и последнем запросе у нас будет ожидаемый результат не 200 окей, а другие. Ну, давайте тогда заполним со 2 по 14, а дальше разберемся с 1 и с 15 реквестом. Заполняем наши тестики, просто копировать, вставить, сохранить, копировать,
ставить, сохранить. И так делаем со 2 по 15. Вот эти вот тесты, которые мы засетали, переменные, мы их не трогаем, просто следующей строчечкой сохраняем тест. Update user. Отлично, update user, сохранить. Check. Сохранить. Create post. Также enter и сохраняем. Сохраняем. Check post list. Сохранили. Create comment. Также сохранили. Check comment. Сохранили. Delete comment. Еще раз сохранили. Ну, вот такая вот рутинная работа, но ничего не поделаешь, надо сохранить наши тесты на статус-код. Сохранили. Итак, после того, как мы сохранили, давайте удостоверимся, что наш тест срабатывает. То есть в теории после того, как мы отправим этот запрос, на сервер, мы надеемся, что от сервера придет респонс, наш ответ, и надеемся, что прогонится вот этот наш тест, в котором будет сравнение ожидаемого статус-кода с тем, что у нас будет в ответе. То есть нажимаем Send, видим, что статус-код, который мы ожидали 200, он совпадает с тем, который у нас пришел в респонсе. Если мы перейдем на вкладочку Test Result, то мы увидим, что наш тест подсвечивается зелененьким, он пройден, статус-код 200 равно 200. То есть то, что мы ожидали, то мы и получили, что есть хорошо. Итак, у нас будет с каждым запросом, начиная со 2 по 14, потому что везде наш респонс, он здесь будет 200. Можем, если хотите, проверить каждый, но я предлагаю рандомно покликать, вот, допустим, Create Post. К примеру, тут у нас, видите, возникла ошибка Unexpected Token. Связана она с тем, что у меня тут я не вставил кавычки в body, ошибся. Сохраним, отправим еще раз. Да, видите, теперь тест прошел. То есть вот для истребления вот таких вот ошибочек мелких, которых потом можно разбираться очень долго, давайте сразу все проверим, чтобы все у нас было, так сказать, хорошо. Чек-лист пост прошел. Отправляем. Тоже ошибочка, наверное, тоже в body я тут не вставил кавычки. Добавим кавычечки сюда. Еще раз отправим. Отлично, сохраняем. Check коммент отправим. Все прошло. Delete коммент отправим. Все прошло. Check коммент после делита и delete user. Ну, вот, скажем так, занимает это некоторое время, но лучше сделать это сейчас, чем потом разбираться со множественными ошибочками непредвиденными, если вдруг что-то мы напортачили. Теперь переходим к первому запросу. Смотрите, по условиям нашего первого запроса ожидаемым результатом у нас будет 403 код о том, что у нас нет прав, потому что, если вы помните, на первом уроке мы проводили этот запрос для того, чтобы понять, сможет ли наш пользователь без авторизации попасть, получить ответ от сервера. И по нашему ожидаемому результату у него будет ошибка 403, что у него недостаточно прав, ему нужны права. Поэтому в тестах мы добавим здесь ожидаемый результат 403 ошибку. То есть ошибка 403, она является ошибкой, но так как мы ее ждем, это негативный сценарий, это будет ожидаемым результатом, если мы получаем именно эту ошибку после данного реквеста. Давайте смотрим. Да, тест пройден. И в последнем нашем запросе
Насколько я помню, тут была 404, да, 404 ошибочка. В ней также тест мы пропишем на именно ожидание 404 ошибки, о том, что после того, как прогоняется вся наша коллекция, наш юзер после удаления также не будет найден. Сохраняем, отправляем. Да, тест у нас пройден. Так, первых 15 тестов, самых базовых, самых простых, на просто проверку статус-кода мы запилили. После каждого обновления необходимо сохраняться, чтобы не потерять никакие данные. Идем дальше и давайте с вами накидаем других тестиков, например, с проверками нашего тела, нашего бади и наших заголовков хидеров. Заходим в тесты. Давайте перейдем на запросик вот этот Create User. Переходим во вкладочку тесты. Найдем сниппет про body. Что у нас тут есть про body? Response body content string, response body JSON value check и response body равен стринге. Давайте попробуем воспользоваться вот этим вот сниппетом, который содержит стрингу. В нем мы видим, что у нас будет осуществляться проверка текста в нашем респонсе, и именно в нем будет проверяться содержание какого-то кусочка текста. В нашем случае нам будет интересно, допустим, проверить вот этот вот кусочек, что у нас есть айдишник, предположим. Ну, у вас могут быть какие-то свои проверки на проекте. Либо, если вы хотите более плотно потренироваться, вы также можете поиграться со значениями. Наше body сейчас будет проверяться на то, что в нем содержится include вот это ID. Вы видите, что ID действительно содержится. То есть, если этого ID у нас не будет в нашем респонсе, это будет ошибкой. То есть мы сохраняем вот этот request, отправляем его на сервер. Тест result у нас 2 из 2, body у нас матчится, да, и это значит, что в нашем body есть айдишник. Однако, если мы вставим, предположим, вместо айдишника сюда что-то другое, ну, к примеру, я не знаю, цифры какие-то, вот нажмем 3 единички, да, сохраним и отправим, то нашим ожиданием будет, что оно сфейлится, и действительно тесты сфейлились. Первый тест у нас сфейлился, потому что у нас не создался наш юзер из-за того, что у нас e-mail старый остался. Ну, а второй тест у нас сфейлился, потому что тест на бади у нас не прошел. У нас в нашем респонсе такого бади, содержащего единички, у нас на данный момент нет. Ну, давайте ради интереса поменяем почту еще раз, сохраним, отправим. Увидим, что тест уже один пройден, а второй сфейлен, потому что у нас 3 единички в нашем бади, которых не существует. Однако мы можем поменять эти единички снова на айдишник, проверку айдишника. Еще разок прогоним. Очередной раз поменяем наш e-mail на 11 уже. Гоним наш тест. 2 из 2. Да, 2 из 2. Так, одну проверочку body мы с вами сделали. Давайте спустимся в запрос на создание поста и добавим сниппет на проверку хедера. Create post, тесты, спускаемся и проверим хедеры. Что у нас тут с хедерами? Можем ли мы вставить какой-то рабочий сниппет на проверку наших хедеров? Действительно, вот есть сниппет, который поможет нам проверить хедеры. Вставляем его в наши тесты. В нем у нас сказано, что мы будем проверять поля, наши хедеры в нашем респонсе. И конкретно в данной проверке у нас будет отдаваться content type header. Давайте сделаем, сохраним для начала и отправим вот этот запросик, да. У нас запрос прошел. Давайте откроем наш респонс и посмотрим, есть ли такой хедер, как content type. Откроем хедеры и поищем content type. И видим, что действительно content type поле у нас оно существует. Поэтому и наши тесты прошли. Давайте поменяем content type на что-нибудь
на что-нибудь другое. Давайте поменяем, например, на cache control. Изменили, изменили, сохранили и отправили. Также у нас тесты прошли, только теперь мы уже проверяем cache control. Да? Остается ли у нас кэш. Ну и давайте вставим какую-нибудь ерунду. Наш хедер, проверим, что наш тест сфейлится. Действительно, тест сфейлился, потому что хедера со значением xxx у нас не найдено. Вернем cache control и сохраним. Таким образом, мы создали уже 3 вида тестов. Первый у нас был на статус-коды, второй мы создавали на нашей body, и третий тест у нас такой вот был на проверку хедера. Дальше идем в request на пагинацию. Это наш третий request. Если помните, на прошлом уроке я показывал, что время отклика и размер возвращаемых файлов может колебаться в зависимости от того, сколько данных мы запрашиваем на сервере. В связи с этим для данного запроса мы также напишем тестик, который будет проверять, не выходим ли мы за рамки нашей производительности. То есть представим, что у нас есть конкретное требование, что ответ должен возвращаться не более чем за 700 миллисекунд. И пропишем данные требования в нашем тесте. Находим в сниппетах сниппет на response time. У нас он задан на 200 миллисекунд. Давайте поменяем его на 700 миллисекунд. Сохраним и отправим. И смотрим, у нас сфейлился наш второй тест. Если первый наш тест у нас тут прошел, статус-код действительно у нас 200, то вот на response time мы видим, что наш тест сфейлился, потому что наш response time составил 912 миллисекунд, а нашим требованием у нас это, к примеру, было 700 миллисекунд. Ну, давайте сохраним этот запрос, ничего тут пока менять не будем. Переходим к следующей части автоматизации нашей коллекции. Для этого нажимаем на саму коллекцию New Collection. У меня открылась документация, давайте ее закроем. После этого мы видим в правом верхнем углу интерфейса есть кнопочка такая вот Play и Run Collection. Давайте ее нажмем. После этого мы попадаем вот в такое вот окошко, где мы видим все наши 15 запросов, и мы можем поиграться с настройками нашего рана. То есть все эти 15 запросов это наш ран, наша одна итерация, которую мы можем редактировать, можем подгружать сюда данные. Ну, сегодня мы подгружать ничего не будем. Можем поиграться с чекбоксами, посмотреть, что у нас тут с чекбоксами. Давайте, кстати, уберем вот этот вот чекбокс на сохранение кукисов. Также мы можем поиграться с чекбоксами нашей логики, но в данном случае нам это не нужно, потому что мы, когда создавали коллекцию, делали ее уже логичной, структурированной, и пока что нам никакие запросы отменять не нужно. Мы будем прогонять весь наш run, все наши 15 запросов. Также мы можем поменять время между нашими реквестами, количество итераций. Ну, на данный момент мы все равно еще будем сейчас заниматься редактированием, поэтому давайте один раз прогоним наш run, посмотрим, что из этого выйдет вообще. Нажимаем run. Run наш пошел. И сейчас мы с вами будем анализировать, что у нас происходит с нашим раном, что у нас с ним произошло точнее. Итак, давайте смотреть. Тесты пройдены всего 4, зафейленных целых 14. Видите, можем посмотреть более подробно. Тесты, которые прошли, тесты, которые сфейлились, что-то пошло, видимо, в нашей коллекции не так. Но давайте вернемся на вкладочку All Tests и посмотрим, в какой момент что-то пошло у нас не так. Первый запрос, 403 ошибка, forbidden, вроде все как ожидаемо. Дальше мы запрашивали user list, также было все хорошо, и смотрели пагинацию, также вроде все прошло. Зафейлился тест на время, у нас опять response time составил более чем 700 миллисекунд. Но ладно, пока с этим заморачиваться не будем. Смотрим дальше.
при создании нашего юзера у нас произошла 400-я ошибка bad request. А связана она с одним простым моментом. Она связана с тем, что у нас не засетан наш новый e-mail. Но что же делать? Мы не хотим прогонять нашу коллекцию и каждый раз в этом 4-м нашем реквесте, каждый раз вручную исправлять бади, вручную исправлять наш e-mail, подставлять вот эти циферки. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы у нас коллекция работала в автоматическом режиме от и до. Мы хотим ее поставить на сутки, двое, трое, неделю, чтобы она работала абсолютно без нашего участия. Мы не хотим менять вот эти цифры, тут бади, что-то ковыряться. Мы хотим, чтобы она была рабочая и выдавала нам только результат. Есть несколько способов, как можно решить эту проблему, но я решил пойти через документацию Postman. А Postman говорит, что если вы не хотите вручную задавать такие параметры, как first name, last name, email, вы можете задать их через прескрипты, либо вы можете задать их через URL encoded. Этим мы и займемся. Мы нажимаем switcher URL encoded и задаем наши ключи. То есть первый ключ у нас будет email, второй ключ у нас будет last name, и третий наш ключик будет first name. Далее Postman нам говорит о том, что все эти данные мы можем сетать рандомно. Для этого мы открываем две вот такие кавычечки, ставим знак доллара и пишем random email. Видите, нам Postman уже тут подсказывает. Таким образом, вместо вот этого e-mail, который у нас был в сырой дате, да, у нас будет сетаться каждый раз новый рандомный e-mail. И это нам очень сильно облегчит нашу жизнь. Нам не придется каждый раз сетать это значение в баде, а оно будет рандомным, и Postman будет его подкидывать, помогать нам генерировать. Также делаем с last name и first name. Две кавычечки, доллар, random, last name. Видите, Postman уже подсказывает, что есть вот такой рандомный last name. И еще засетаем first name, также рандомный. Сохраним все это дело. И еще раз нажимаем на New коллекция. Переходим в наш Run. Таким образом, вот этот наш 4-й запросик create user, он больше нас никак не блокирует. Мы можем создавать юзера в автоматическом режиме. И это позволит нам дальше по цепочке проходить request за реквестом, шаг за шагом, без каких-либо стоперов, без каких-либо блокирующих факторов. Давайте еще раз прогоним эту итерацию. Нажимаем Run. И смотрите на результаты. Они коренным образом у нас поменялись. У нас на этот раз уже пройдено 18 тестов из 18, то есть у нас 18 тестов, и все они были с ожидаемым результатом. Ни один тест не сфейлился, даже тест, который на response time, который мы задали 700, даже он у нас не сфейлился, а все прошло у нас гладко. Также мы можем нажать на View Summary и посмотреть в более красивом, скажем так, виде результаты наших тестов, раскрыть их, посмотреть, что в этих тестах прописывали. Также мы можем заэкспортировать наши результаты. Повторюсь, что мы можем нашу вот эту коллекцию также экспортировать, передать кому-то из коллег. Давайте еще раз попробуем запустить наш Run и посмотреть, возможно ли сделать так, чтобы эта коллекция гонялась у нас, скажем, там сутки. Нажимаем, допустим,
10 тысяч итераций, задержку, допустим, в 5000 миллисекунд, в 5 секунд между каждым реквестом. То есть они будут гоняться очень-очень долго. Мы можем еще больше сделать, но нам не нужно. Смотрите, run request. Видите, они будут выполняться у нас прямо очень-очень-очень долго, прямо пока не выполнятся все вот эти итерации. Более того, мы сможем открыть конкретную итерацию с вами и посмотреть ее подробно. К примеру, у нас ляжет сервер на нашем Dummy API через, не знаю, там через 15 минут, и будет отдавать серверные ошибки, то есть мы сможем посмотреть конкретную итерацию и увидеть время, когда наш сервер лег, будет красные непройденные тесты, что достаточно удобно. Это является супер простой моделью автоматических тестов через Postman. Вот такие коллекции, они могут упростить вашу работу. К примеру, я запустил коллекцию на целый день. Через пару часов сервер сложился, упали тесты, завести баг, либо написать, допустим, разработчику. Считаю, что это достаточно интересно. Вы сами с собой будете довольны, потому что вам придется делать меньше действий, скажем так. Вот, кстати, смотрите, уже в третьей итерации у нас сфейлился один тест. Скорее всего, это тест на время. Действительно, время response time отклика у нас тут сфейлилось, но этот тест у нас тут не является каким-то критичным. Мы сами придумали это требование и сами его задали в тесте. Скажу честно, я потратил достаточно много времени на создание данного видеоурока по Postman, и первого урока, и второго. И буду очень признателен, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, оставите комментарий, потому как даже не каждый платный курс будет содержать настолько подробный гайд о том, как можно создать автоматическую коллекцию. Я старался, буду вам признателен. Ну, все, с Postman 2 урока мы разобрались. Всем спасибо за просмотр, всем пока.